Жареная картошка уже в прошлом. Если у вас дома есть картофель, приготовьте этот простой, дешевый и очень вкусный рецепт. Беру 4 крупных картофелины и каждую картошку заворачиваю в фольгу. Картошку отправляю в духовку. Духовку я разогрела до 180 градусов и запекаю до мягкости. Готовность картошки проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой. Шпажка должна легко входить в мякоть. Кстати, друзья, для этого рецепта вы можете картошку не только запечь в духовке, также можете просто отварить, или подойдет вчерашняя холодная отварная картошка в мундире, вдруг вы собрались приготовить оливье, наварили картошки и передумали. А также быстро можно запечь картошку в микроволновке, понадобится на ее приготовление около 10-15 минут. Беру кусочек ветчины или бекона и нарезаю небольшими кубиками. Также вы можете взять курочку или сосиски. В сковороду отправляю кусочек сливочного масла и буквально минутку обжарим колбаску или ветчину с нарезанной петрушкой и чесноком. Аромат, друзья, стоит просто потрясающий. Соль и перец добавим по вкусу, и все, начинка уже полностью готова. И картошка тоже готова, испеклась, стала мягкой, я достаю ее из духовки, аккуратненько освобождаю от фольги, смотрите, не обожгитесь, потому что горячо. По вашему желанию вы можете оставить картошку прямо в фольге, не обязательно ее вытаскивать. Теперь у картошки срезаю верхушечку, вот так. Запеченная картошечка – это уже вкусное блюдо само по себе, а если еще добавить сюда масло, сыра, зелени, колбаски, курочки, то будет просто обалденно вкусное блюдо. Беру обычную ложку и делаю вот так. Удаляю часть мякоти из запеченной картошечки. Друзья, приготовить картошку по этому рецепту может любой желающий, все делается очень быстро и просто. Для этого рецепта идеально подойдут крупные клубни картофеля, но вы можете взять и помельче картошечку. Это не так важно, просто с крупной картошечкой будет удобнее работать. И ту мякоть, которую я достала из картошки, я перекладываю в миску, и у меня получилось вот такое картофельное пюре. К картошке я добавляю обжаренную ветчину с зеленью и чесночком. Хорошо перемешиваю. Пахнет просто невероятно. Очень-очень вкусно. Друзья, я уже проголодалась, пока готовила. Ну и, конечно, картошка без сыра, как говорится, деньги на ветер. Берем любой сыр, какой завалялся у вас в холодильнике. У меня аж 3 вида сыра завалялось. Трем его на терочке и добавляем в начинку из картошки с ветчиной. Осталось только все хорошо перемешать, и скоро уже будем наслаждаться невероятно вкусным ужином из картошки. Добавьте сюда в начинку еще немножко сметанки или майонеза по вашему вкусу, соли и перчика, и получится очень-очень вкусно. Все, мои любимые, начинка готова, картошка тоже. Теперь картофельные лодочки мы тоже немножечко подсолим, чтобы они не были пресными. И раскладываем начинку по картошке. Как я уже говорила, это отличный рецепт, если у вас уже есть отварная картошка, например, вы собирались приготовить какой-то салат, типа оливье, и у вас осталась после этого отварная картошка. Это просто идеально, отлично подойдет вчерашняя холодная отварная картошка в мундире. И с такой картошкой готовой этот рецепт можно приготовить буквально за пару минут. Друзья, и это блюдо, оно очень универсальное, вы можете сразу же испечь много картофелин, начинить начинкой, а потом пару дней, а хоть всю неделю разогревать, и у вас в любой момент будет готов отличный гарнир из картофеля к мясу, к птице, ко всему, что вы любите приготовить на ужин. Все готово, мои хорошие, отправляю картошку в духовку буквально на 10 минут, чтобы расплавился сыр, и можно звать всю семью за стол и угощать вкуснейшим ужином. Этот вариант крошки картошки можно приготовить еще проще, так как и готовят ее в фастфуде. Просто берете картошку, разворачиваете ее запеченную уже в фольге, делаете надрез вдоль или крестообразный, немножечко разминаете мякоть картошки прямо внутри, можете не доставать ее, выкладываете сюда колбаску с зеленью и посыпаете сыром, и все, отправляете в духовку. Это еще более простой вариант.
Давайте скорее попробуем, мне уже просто не терпится. Только посмотрите, как тянется сыр. Это просто чудо, друзья. Очень-очень вкусно. Обязательно приготовьте крошку-картошку, также ставьте лайки и делитесь рецептом с друзьями. И не забудьте подписаться на канал. На моем канале вас ждет еще очень много вкусных, интересных, быстрых и простых рецептов. А я напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. Желаю вам приятного аппетита, вкусной картошечки. Пока-пока и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись. На Готовим дома.